Ребят, хотел просто подумать вот о менеджменте всей вот этой хрени. Представьте, каждую колонну нужно выработать, сделать в Египте, да, и привезти куда-нибудь там, не знаю, в Сирию, Ливан, ну, представляете, расстояние. То есть нужно где-то недельки-две вести эту всю хрень по морю. Перед этим какие-то рабы должны все это выточить. И как видите, колонн здесь в среднем городишке около сотни. То есть представьте, вот взять среднего раба, сколько их нужно, чтобы выпилить колонну. Потом 2 недели это все по морю как-то должно плыть. Естественно, это все из каменоломни нужно как-то доставить до порта, потом погрузить на корабли. И потом, естественно, все это нужно доставить, например, в какой-то другой порт, например, тут в Ливане, да. И потом из Ливана еще 400 километров по дорогам волочь. Вот такие вот колоннушки, да, мраморные. И представляете, например, сейчас, если вам нужно было бы просто пешком добраться, и у вас была бы, ну, вся техника просто из Египта, из каменоломни, там, каких-нибудь жалких 1000 километров до порта, потом еще 2 недельки на корабле проплыть, и потом еще 400 километров по сухопутному, ну, пройтись пешочком. Вам бы заняло это, ну, каких, не знаю, хороших 2 месяца, да? А прикиньте, за собой еще такие вот колоночки тащить. Мне вот больше всего интересно вот менеджмент. То есть ты даешь кому-то заказ. То есть, значит, так, пойди-ка принеси колонну. Или там 100 колонн. То есть заказ идет 2 месяца в одну сторону. После того, как он через 2 месяца дошел в одну сторону, вот он дошел в одну сторону, колонну начали делать. Ну сколько такую колонну? Ну, точно не день делаю, да, там. Месяца, да? Нужно 100 штук. Они еще разного размера, и, допустим, инженер еще ошибся, но об этом это ладно. Опустим кого-то. Например, 2 месяца заказ пришел в одну сторону. Все, получили ребят заказ. Потом начали производить, например, колонну в месяц, не знаю сколько это, ну вот. Все должны быть определенного размера. Еще представляете, точность, да, римляне же как делали, они кверху заужали, то есть должны быть какие-то стандарты. И допустим, что никто не сделал ошибок, и нужно 100 колонн сделать. Это, ну, например, там еще годик делали их. Потом через годик их нужно доставлять. Помним, что пешком пройтись 2 месяца. Нужно их толочь по дорогам. Ну, допустим, я даже не представляю, сколько можно колонну такую тащить. Не знаю, там, например, тут, не знаю. Например, они бывают большие, маленькие. Ну, допустим, 15 тонн. Ну, еще, получается, 5 лет ее должны волочь. То есть уже 3 раза прораб сменился, 4 раза правитель. Половина рабов померла, уже новые пришли. И еще представьте такую колонну, да? Если помним, в Египте самые большие колонны, даже, кстати, до сих пор, если поедете в Париже стоит такой центральный обелиск, он, кстати, тоже поломанный, потому что его не смогли нормально доставить кранами и всем остальным. Да и вообще, если взять самые большие камни, например, в Египте самый большой камень из гранита в каменоломне прям треснул. Просто он под своим весом треснул. А как вот эти колонны доставлять, которые могут тоже треснуть? Так вот, представьте менеджмент, да, вы сделали заказ, через 2 месяца к вам пришло, через 2 месяца кто-то, наверное, получил заказ, начал исправлять эти колонны, не исправлять дело, через годик сделал, еще 5 лет их или 10 доставляет на место. И город в этот момент тоже должен как-то строиться. В общем, менеджмент у римлян должен был быть просто, ну, на таком высочайшем уровне, что я просто не представляю, как этим всем можно было управлять. А городов у них построено хреново туча. Ну и, допустим, мы еще сделаем предположение, что во всех городах использовали колонны той же самой высоты, той же самой ширины, с теми же самыми параметрами. И тоже окажемся неправы, потому что, блин, это не так. Еще, представляете, узоры у них есть. И вот меня больше всего интересует, вот представляете, узоры есть, да? Вот каменщики. Каменщик делает узоры. Ну вот не можно же делать без провалов, да? Он же может ошибку сделать, что-то поломать, кусок камня откололся. Ну, конечно, они бетоном хорошо это прилепливали. Ну вот такие же штуки тоже нужно заделать. Но это точно, кто занимался вырезкой, особенно из камня, ну все понимают, что эта штучка занимает, ну, прям очень много времени, да? Ну, еще допустим, что колонны доставляли сюда необработанные и обрабатывали их здесь. Тогда нужно было еще не прямую колонну, то есть колонну такую, ну,
Я, честно говоря, не представляю, как они всем этим справлялись, даже если их делили на несколько кусочков. Все равно вот такую прямую колонну доставить по дорогам, просто волоча по бревнам, 400 километров, из которых еще нужно километр подниматься в гору. В общем, если, ребята, у вас есть какие-то идеи, как это все делалось, я буду вам прям просто признателен, потому что интернет реально пустой. Всем понятно, что была куча рабов, все сильно старались, но по факту, как это происходило, посчитайте только здесь количество колонн. Пара десятков штук, 30, да? Здесь видно прям еще штук 30. В ту сторону еще штук 10. Ну, естественно, здесь тоже что-то было. Конечно, здесь уже арабы постарались все разрушить, но смысл-то какой? Вот на городок может быть спокойно под сотню колонн. И они здесь еще маленькие, то есть это реально маленькие колонны. И мы еще не знаем, что осталось. Может, их тут было под пару сотен. Вот так вот. Так что пишите в комментах. Буду благодарен за ваши идеи. Кидайте ссылки, потому что, я говорю, в интернете реально про менеджмент римлян, он так очень все дохленько и пусто. Все, удачки вам. Путешествуйте, изучайте. Сейчас самое классное время.